Всем привет! Меня зовут Литвинов Алексей. Добро пожаловать на мой YouTube канал. Мы продолжаем тему осознанности, но я бы хотел ее также начать связывать с реально полезными навыками в социальном взаимодействии. То есть, что я имею в виду? Я бы хотел сначала поговорить про ораторское искусство. Я считаю, что этот навык невероятно важен, потому что благодаря нему у меня лично в жизни произошли, наверное, самые глобальные изменения. То есть первые вот такие супер глобальные изменения у меня произошли из-за того, что я научился хорошо, красиво говорить. И это произошло благодаря тому, что я начал пробовать выступать на аудитории. Я прошел там несколько тренингов по ораторскому искусству, где мне в такой культуре, это был тренинговый центр нейролингвистического программирования, то есть такого направления в психологии, хотя многие считают, что это не психология, направление такого, которое конкретно формулирует навыки и позволяет нам им научиться или научить других. То есть это вот суть нейролингвистического программирования. Это сформулировать навык и научиться ему, либо научить кого-то другого, или научить целую группу на разных там уровнях подготовки. Вот. И там, в этом тренинговом центре я этому научился, я начал это пробовать. Я до этого уже пробовал как-то выступать. И в целом я вообще понял, что этот навык, он сверхважен, потому что мы всегда выступаем. Всегда. Перед группой друзей, перед близкими, перед, там, не знаю, аудиторией. То есть это не то, что там навык, который вот нужен, и я ему учусь, и вот я только его использую, когда я там должен выступать на 100 человек. Нет. Это навык, который, по сути, используется всегда. И он, в моем понимании, сокращается до того, что как я умею формулировать мысли. Как я умею формулировать мысли и как я умею их доносить. То есть две вещи. И здесь как бы есть два направления. Я на самом деле, кстати, это видео уже пытаюсь записать третий раз, потому что каждый раз мне сложно собрать это все вместе, потому что очень много информации, и она вся, нетривиальная, скажем так. Я пытаюсь это упростить максимально, поэтому простите, если все-таки где-то получается не слишком просто, я стараюсь, насколько могу. Здесь у нас есть два направления мыслей. Когда мы думаем про ораторское искусство, когда я думаю про ораторское искусство, это про то, что есть определенные навыки конкретные, как мне это делать, и есть навык такой, скажем, дифференциации чувств и осознанности в моменте. Что я сейчас чувствую? Потому что можно сколько угодно тренировать, там, не знаю, жестикулирование, эмоции какие-то, формулировку простыми, яркими, точными выражениями, делать паузы или говорить без перерыва. Но если не будет эмоционального присутствия, то это просто забывается. Я не знаю, как это работает. Это работает как магия. Но если я не здесь сейчас, не передаю эмоции, если я не в потоке, то эти мысли, они не имеют ценности. И вот это можно почувствовать на выступлениях, знаете, таких супер популярных ораторов, таких как, не знаю, Тони Роббинс. Вот он великолепный оратор. Если посмотреть, как он выступает, что он говорит, как он говорит. Точнее, что он говорит просто. Но он говорит как, это, невероятно. Там, у него самого слезы текут. Почему? Потому что он действительно проживает эти чувства. И он проживает их, знаете, невозможно проживать чувства где-то вдалеке и в какой-то прошлом. Можно проживать их только здесь сейчас. И поэтому, проживая здесь сейчас чувства, он передает их аудитории. И что нам нужно, чтобы проживать их? Нам, как я и сказал, здесь сейчас, это осознанность, это находиться в моменте, насколько это возможно для нас сейчас. Но находиться в моменте и в настоящем перед аудиторией – это невероятно сложно. Исследования говорят о том, что страх публичного выступления, то есть ораторское искусство, публичное выступление, по-английски public speaking еще часто, если будете гуглить курсы, то public speaking – вот это то, что вам нужно. Говорят, что согласно исследованиям, страх публичных выступлений, он сравним со страхом смерти. И то есть представьте себе, или если у вас был опыт выступления, публичного выступления, вы можете почувствовать, что насколько реально страшно говорить иногда перед людьми. Это же просто невероятно. Особенно если я говорю про что-то важное. Особенно если я говорю про что-то ценное. И то, во что я верю. И меня могут как-то критиковать начать. То есть могут, знаете, возникать какой-то стыд, какой-то страх может возникать. И это как бы мешающие вещи. Поэтому
тоже NLP, допустим, оно идет по пути всегда моделирования поведения. То есть мы вот будем, там нужно готовиться к выступлению, нужно жестикулировать, нужно там практиковать постоянное выступление, потому что чисто теоретически невозможно стать хорошим оратором. Нужно репетировать выступление перед тем, как его готовим. Нужно обязательно делать паузы, смотреть людям в глаза. Нужно, там, можно карточки какие-то делать с заметками, если сложное выступление. И это все, знаете, как-то кирпичики, которые выстраиваются, и в итоге, если посмотреть со стороны, можно сказать, что да, в принципе, вот человек со стороны выглядит, что он выступает классно. И это действительно так и будет. Но чтобы, знаете, вот приобрести вот эту вот исключительность в качестве вот этих ораторских выступлений, необходимо также быть и жить перед людьми. То есть вот прямо быть здесь сейчас, быть осознанным, быть в настоящем, проживать эмоции. И тут у нас уже получается просто невероятное количество дополнительных, по сути, навыков. То есть мне нужно не бояться быть уязвимым. То есть тот же Тони Роббинс, почему он такой, почему его выступление настолько мощное? Потому что он способен плакать перед камерой. Способен плакать перед там сотней, тысячей людей. И насколько, и по сути, знаете, как-то многие говорят, вот если я буду плакать, я буду слабой, я буду слабым казаться. Но он позволяет себе быть слабым. И именно это и демонстрирует его силу, именно это и вызывает вот это глубочайшее уважение. И, знаете, вот этот эмоциональный контакт, то, что называется в том же гештальте. То есть, когда мы говорим именно вот прямо вот каждому человеку лично. И это невероятно сложно. Потому что, знаете, как это, если говорить про стадии какого-то контакта с другими людьми, то здесь есть несколько стадий. Первая, ну, таких образных стадий, я не говорю сейчас научным языком, это когда я говорю в космос кому-то там, вот я разговариваю с человеком, но я смотрю мимо, или смотрю в пол куда-то, или вот любуюсь на то, как солнце вышло, или на это самое, и как бы говорю. Но на самом деле я избегаю тогда контакта с этим человеком. Я говорю не ему, я говорю какой-то абстрактной фигуре, или я избегаю каких-то сложных чувств, смотреть в глаза и говорить этому человеку. Это такой первый, самый такой этап. Я часто на него сам скатываюсь, то есть я в этом плане далеко не идеален, и это нормально, скажем, потому что часто эмоции могут быть очень тяжелые, очень сильные и невыносимые даже для проживания. Второй этап здесь будет, это когда я все-таки начинаю адресно говорить человеку, типа вот именно тебе, именно здесь сейчас я говорю какие-то сообщения. И это сложно, это гораздо сложнее, особенно когда меня захлестывают эмоции, мне гораздо сложнее так будет говорить. Но я постараюсь. И это как бы второй этап, когда я начинаю замечать человека, потому что эффектом от этого не одиночество является. То есть я, знаете, как это еще такой термин есть, одиночество в толпе. Вот когда я адресно говорю кому-то, когда я здесь сейчас в контакте с этим человеком, у меня не возникает проблемы одиночества. Потому что я не одинок. Я рассказываю, я делюсь. Я могу плакать, мне может быть больно. Мне может быть грустно, мне может быть страшно. Я могу быть чувствовать себя уязвимым, но я говорю это именно этому человеку. И тогда не возникает проблемы одиночества, не возникает проблемы вот этого, то, что, боже, я там чувствую себя одиноким, даже несмотря на то, что вокруг меня люди. Ну, потому что действительно сложно пройти вот этот первый толчок и начать говорить адресно именно человеку, что мне сейчас плохо, или мне сейчас одиноко, или мне здесь неинтересно, или мне наоборот радостно. Делиться чувствами то же самое. Мне классно, я кайфую, а погода охрененная. И говорить это именно этому человеку здесь сейчас, если вы это реально чувствуете. И это получается как такой, знаете, глобальный второй этап. И здесь, возвращаясь к ораторскому искусству, когда я выступаю перед аудиторией, ну, тоже NLP, допустим, говорит, что нужно держать контакт с людьми. И это на самом деле лайфхак, потому что мы тогда возвращаемся ко второй вот этой стадии, когда я могу установить реальный контакт с конкретными людьми. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. И я со всеми как бы устанавливаю такой средний какой-то контакт. То есть усредненный. Не то, что средний по качеству, а усредненный, чтобы вот ловить настроение каждого, замечать, передавать ему свои чувства, замечать чувства другого и находиться в этот момент в контакте. То есть не думать про это, а чувствовать. И вот этот лайфхак. Но есть супер уровень сложности. Уровень суперсложности, не знаю, как это, сверхсложный уровень. Это когда, как сейчас, мне нужно установить контакт с камерой, и передо мной вас нет.
Я вижу только глазок камеры, я вижу глазок, вот, ну не знаю, я вижу вот это вот перед собой телефон, я вижу перед собой стену. Но при этом я способен установить эмоциональный контакт. И я радуюсь тому, что у меня получается. И это действительно сверхсложный уровень. Потому что когда аудитория сверхбольшая, ну, не знаю, ну, сверхбольшая, скажем, такое количество людей, которых вам не получается там, за минуту охватить взглядом, там, по 3 секунды, ну, то есть, скажем, это человек 30. Если больше, чем 30-40 человек или темный зал, где я не вижу людей, то тогда то же самое. Я должен доверять тому, какой-то неизвестности, неопределенности, тому, что я действительно открываюсь перед чем-то неизвестным. Потому что с точки, знаете, как это получается, что каждый этап – это уход от какой-то безопасности. Потому что когда я разговариваю с пустотой в начале, когда я там такой, ой, да, вот ну как-то грустно, да, ну что-то как-то не это самое, неинтересно, да, вот что-то такое, ну, а у тебя как дела и что? И я не смотрю на человека, я не устанавливаю с ним контакт, мне максимально безопасно, я там вот вообще в своем каком-то мире закрыт, не вижу никакой реакции, ни положительной, ни отрицательной, не дай бог, не вижу этого, и мне как бы легко. Я как бы вроде как с чувствами остаюсь, да, я контакта не получаю эмоционального, но с другой стороны и оплеух никаких не получаю эмоциональных, что человек может там, не знаю, как-то или отвлеченным быть, не дай бог, я ему там вроде как важно рассказываю, он отвлекся. А так я этого могу не замечать, я такой, ой, ля-ля-ля-ля-ля, не вижу, ничего не слышу. Второе, это все-таки, когда я начинаю больше доверять человеку, у меня уходит какая-то безопасность, возможно, мнимая на самом деле. Она уходит, потому что я уже... И когда я говорю именно человеку, у меня как бы появляется потенциальная возможность заметить недовольство на лице человека, заметить его отвлеченность, заметить, что ему сейчас интересно другое, заметить его реакцию. Может быть, мне тяжело заметить поддержку, потому что я боюсь расплакаться. Ну, может быть такое. Или я, допустим, злюсь очень сильно, и вид этого человека меня еще больше взбесит. Такое тоже может быть. Мне для этого необходимо больше доверия. Мне надо больше доверять, и моя безопасность какая-то такая вот... она уменьшается. Но это единственный способ как бы контактировать с миром, да, получается. Следующий этап, когда много людей, мне как бы, ну я успеваю с ними контактировать. У меня получается, что я открываюсь сразу многим людям, которых, но я их все равно вижу, я все равно замечаю, устанавливаю контакт глазами, там, вижу, что им интересно, неинтересно, отвлеклись они в телефон, не отвлеклись. То есть я как бы все-таки проверяю реальность. У меня есть возможность проверить реальность. А последний уровень сложности, когда я рассказываю просто, искренне нахожусь здесь сейчас и рассказываю, делюсь своими чувствами с пустотой, с неизвестностью, и я не знаю, кто может это слушать, я не знаю, кто будет это, может кому-то не понравится, может кто-то будет осуждать, может кто-то вообще будет смотреть на заднем фоне в 1.75 и никогда и не запомнит, и даже не знает, кто я такой. Мне необходимо максимально доверять, и мне сверхсложно войти в контакт с вами сейчас. Но я стараюсь это делать. И то же самое с большой аудиторией. Я не вижу этих людей. И вы их не будете видеть, когда вы перед ними выступаете. Допустим, темный зал или там просто большая-большая аудитория. И вам все равно, если вы хотите установить вот этот эмоциональный контакт, если вы хотите быть честным, быть искренним перед камерой, дать максимальное количество энергии, то уровень доверия, который необходим, он максимальный. То есть мы идем от самого закрытого способа, уровень доверия, который необходим, он растет, а уровень безопасности какой-то он падает. Потому что кто знает, кто может слушать. Но с другой стороны, я это выбираю. И если вы хотите наслаждаться жизнью, то это, наверное, единственный способ. Это больше доверять, это пробовать что-то. И вот здесь это просто пример вот этого доверия и попыток. То есть быть более смелым, выходить в люди, скажем так, да. И получается, что это то, что я говорил, возвращаясь еще на шаг назад, это как бы такая ветка эмоционального контакта. И про нее я, в принципе, вот рассказал вам. То есть жить перед камерой, разные стадии, можете заметить, на какой вы часто находитесь. Опять же, как лайфхак такой, я слышал, что если вы хотите начать пробовать с человеком конкретно установить контакт, представьте, что между вами находится такая труба, канал, ну, может быть, разного диаметра, может быть такой, может быть такой, может быть вот такой вот. И как будто вот вы именно этому человеку передаете свое сообщение и именно от него принимаете. Вот попробуйте так. И может быть ваш контакт углубится. И это будет хорошо. Вам, я уверен, это понравится. Теперь возвращаясь ко второй ветке. Здесь это ветка конкретных навыков.
и того, что нужно. Я, в принципе, их так чуть-чуть вроде как очертил, но давайте теперь более конкретно об этом. Когда мы поговорили про вот этот контакт, жить в настоящем... И еще такая маленькая ремарка перед тем, как мы перейдем к вот этому направлению с конкретными навыками, это то, что если жить здесь сейчас в контакте с людьми, вот прямо вот быть искренним максимально, то вот эти все конкретные вещи, они сами подтянутся. То есть они естественным образом прорастут в том, что вы делаете. И они будут уникально необходимы и достаточны, чтобы почувствовали люди ваше послание искреннее. Их будет достаточно, если вы будете тут. Но если все-таки какие-то моменты вы понимаете, что у вас это хромает, или вы не хотите полагаться на... То есть вы не совсем доверяете себе в плане, может быть, вы будете уставшим, и вы не доверяете себе, или вы знаете себя, что да, вот когда я уставший, я начинаю там меньше контактировать с людьми, мне более тяжело это делать, у меня там более недовольное какое-то лицо становится. И как бы я бы хотел все-таки, люди в этом же не виноваты, по сути. И я хочу им донести какой-то интересный материал. Мне, в принципе, это интересно. Поэтому я буду, знаете, как костыли. Там, где не совсем я еще чувствителен к себе, не совсем могу быть искренним перед камерой, не совсем я в каких-то моментах могу довериться. И мне страшно. То есть я не могу быть честным, искренним на 100%, то есть проживать ту эмоцию, которая есть здесь сейчас, то я в эти моменты могу как костылики эти использовать навыки конкретные. И вот про это мы сейчас поговорим. Первое, что нужно, как говорится, знаете, как это вопрос, когда задают про ораторское искусство, что самое важное в ораторском искусстве? Самое важное – это подготовка. Это подготовка, самое важное. То, как мы готовы к выступлению. Как мы подготовили ли какой-то, не знаю, там, доклад, или репетировали ли мы. Это самое важное. То есть даже самый крутой оратор, если он выйдет неподготовленным, он будет выступать намного хуже, чем если бы он подготовился. Соответственно, если это что-то важное, то зачем себе же, как говорится, портить жизнь? Конечно, если мы возвращаемся в быть искренним тему, то там такого вопроса не стоит. Допустим, я когда записываю свои подкасты, когда записываю видео, я изначально не готовлюсь. Я думаю минимально, то есть как бы у меня приходит идея, и я чувствую в какой-то момент, все, я готов про это рассказывать. И я рассказываю. У меня в подкастах так было, если вы послушаете, там 100 подкастов, и плюс еще блог сейчас уже выходит, достаточно давно уже, как 2 месяца, раз в неделю. Я там просто искренне, я рассказываю. И удивительно, но люди слушают, и людям нравится. И мне нравится. Самое главное, что мне нравится. Я переслушаю, я чувствую, да, классно. Я, если бы готовился, я, может быть, хуже бы даже выступил. И тут, понимаете, вот этот навык, как бы, это чит-код. Если, как в играх, там, вводишь какой-то пароль, там, специальный код, и у тебя там, не знаю, $1 000 000 сразу же появляется, там, все оружие, которое доступно в игре. И тут то же самое с ораторским искусством. Как, в принципе, практически в любом навыке. То есть, если я полностью присутствую в настоящем, если я максимально осознанный, и я способен доверять реальности и выражать свои чувства, быть в контакте конкретно с кем-то, присутствовать в динамике в этой всей, то все остальные навыки, они улетают, они не нужны. Но до этого уровня Будды, до этого уровня какого-то гуру и йогина дойти, не знаю, сколько нужно, я и пока не дошел. Поэтому все-таки мне необходимы тоже навыки. Иногда, когда что-то важное, я все-таки начинаю, когда что-то, знаете, где я переживаю больше, где я тревожусь, то я чуть-чуть готовлюсь. Но для меня это выглядит как то, что я просто описываю, может быть, в пунктах, там, типа, вот я хочу поговорить про это. Все, мне этого достаточно. Но чем больше у меня было бы тревоги, тем, наверное, больше я бы готовился. Я помню первые мои выступления, когда я, по сути, вы не поверите, но я реально прописывал каждое слово, как я говорил. То есть я писал прямо: «Здравствуйте, сегодня мы поговорим про то-то». И я тогда очень четко заметил разницу между текстом, который читаешь, и текстом, который озвучиваешь. Это большая разница. Читаешь про себя и читаешь вслух. Потому что, когда я говорю, там очень... Предложения могут быть гораздо проще. Они могут быть с какими-то местоимениями, с какими-то там знаками и так далее. Остановками, эконями, бэконями. Но это звучит живо. И я читал периодически с этого. Или учил наизусть и рассказывал. И это звучало сверхъестественно. Это сверхъестественно. Не... Забавно, да? Это звучало очень естественно. Но от этого я как бы отходил все дальше и дальше и дальше. И сейчас я
способен присутствовать больше. Но изначально, я говорю, я пользовался просто супер строгим вот этим набором правил, и я вам его сейчас расскажу, он мне до сих пор помогает, он как бы, ну скажем, встроился уже на подсознательный какой-то уровень, и я им тоже пользуюсь. Первое, как я и сказал, это подготовка. Подготовка к выступлению, самое важное. Это прописать, сформулировать, может даже, как я привел пример, как я делал в самом начале, дословно прописать вообще все, что я буду говорить. Это первое. Второе, это, знаете, такое важное убеждение и фильтр на то, как смотреть на выступление. Если вы обратите внимание, то на самом деле самое важное это кто говорит. Второе это как он говорит. И третье по важности это что говорит. Если бы Стив Джобс сейчас воскрес и говорил нам какую-то тему, мы бы даже не парились про то, что он говорит. Там все бы слушали, несмотря на то, что это было бы там про IT, не про IT, про какие-то там продукты, он бы все равно, мы бы слушали, потому что это же Стив Джобс, кто? Это самое важное. Или, допустим, Илон Маск, если он рассказывает, даже он там хреново рассказывает, но его люди слушают по 15, 20, 30 минут. Почему? Потому что он кто? Он гений, он человек, который сверхуспешный бизнесмен, который создал уже там невероятное количество всего, и его слушают. Потому что первое, самое важное, это кто говорит. Второе, это как говорит. Ну, тут у Илона, конечно, проблемы большие. Это можно посмотреть на любом выступлении. Но как говорит, это тоже сверхважно. Вот тоже, допустим, Тони Роббинс. Он невероятно рассказывает. Он просто, ну, то есть вот эти вот эмоции, как он это все говорит, как он это подает, как он дает примеры его вот этим голосом. Он вот это все делает. Это очень круто звучит. То есть как, опять же, используя низкий, высокий голос и так далее, и какие-то паузы. Вот это все. То есть как говорит, это второе. И третье, это что говорит? Это качество самого материала. Самое удивительное, что логично было бы, если бы что говорит, это было бы самое важное. Но в реальности это не так. Что говорит, это, ну, именно ценность самого текста, она на последнем месте в реальности. То есть она нужна и она важна, но если вы выступаете, особенно перед новыми людьми, то в первую очередь будут смотреть, кто вы и как вы зашли, как вы выступаете, а потом уже только на текст. Может быть, до текста даже не дойдет. Люди посмотрят, как вы вышли, что вы сделали, как вы начинаете говорить и заикаетесь каждый раз, или там смотрите в потолок, или вот все время елозите что-то там на майке, и просто даже у человека не хватит энергии, чтобы, знаете, как это, дать возможность вам удивить себя, ну, с помощью какой-то интересной информации. И это грустно, но это реальность. Это просто вот факт реальности, к сожалению. И поэтому первое, что нужно, чтобы успешно выступать, это быть популярной личностью, быть известным человеком, авторитетом, не знаю, каким-то обожаемым, подражаемым человеком. Это как бы, если у вас это есть все, считайте, что большая часть дела сделана. Второе, это как говорить, это уже все, что вот касается того, что я буду говорить дальше. То есть, что говорить, тут, ну, я по сути это вначале сказал, это подготовка. Нужно подготовить хороший материал, это все делается до выступления. Вот типа, что я говорю, это теоретически это делается до выступления, это что? Кто это говорит, то есть первый по важности пункт и последний, кто, это тоже получается до выступления, ну или когда вас представляют, типа там магистр психологии, великий там, не знаю, маг-чародей, там кто угодно. Если вас как-то представляют, такие люди, да, офигеть. Или там директор IT-компании, там, имеющий там миллиардный оборот, и люди такие, о, круто. Если он директор IT-компании, наверное, он офигеть чего-то, что добился. А этот человек может быть первый день в этой должности. А до этого там был какой-то человек, который с 15 лет это все строил. Он ушел на пенсию, скажем так, ну такую образную пенсию, потому что заработал свои миллионы долларов. Пришел новый человек, но к нему уже относятся так, потому что он такой, у него такой статус. Получается, что вот этот вот первый пункт, то есть кто говорит, его по сути создает свита. Это уже из темы личного бренда. То есть кто про вас говорит, кто вас представляет, как вы расписаны в листовках, если там есть листовки перед выступлением, как у вас написано о себе на странице, там опыт, там столько-то лет, это столько-то лет, и все. Это такой, знаете, как первый такой способ сделать выступление хорошим, это обеспечить себе
какую-то слух или славу о том, что вы какой-то эксперт в конкретной области. Да, еще это важно, чтобы это было связано с конкретной областью. Если Илон Маск будет рассказывать про моду, то его будут, конечно, слушать. То есть авторитет его все-таки будет как-то влиять на это. Но все-таки будут лучше слушать, не знаю, какого-нибудь Мансио Ортега или кого-то там, кто там создал эти все истории брендовые, не знаю, там Дольче, Габбана будут слушать. То есть их будут слушать в первую очередь про моду, чем Илона Маска. То есть этот он должен соотноситься, этот бренд личный должен соотноситься с темой, которую я рассказываю, которую я подготавливаю в что. То есть как последний пункт. И у нас этот бутерброд посередине колбасой является как. То есть как я рассказываю. Здесь уже тема идет про жесты, контакт глаза в глаза. Здесь идет тема про то, делаю ли я паузы. Как быстро я говорю, как медленно я говорю. Чаще всего люди говорят слишком быстро. Это самая частая проблема. Потому что от тревоги хочется говорить быстрее, хочется выложить и больше не запариваться. И просто вот раз, два, три, император Греции был, так. Хочется очень быстро это все сделать. Но ключ – это делать паузы, это успокоиться, это рассказывать соответственно аудитории. То есть зачем нам опять же тот же контакт глаза? Во-первых, чтобы люди понимали, что мы говорим конкретно им. Отсылка к первой части, которую я рассказывал здесь, про эмоциональный контакт. То есть ультимативно, в конечном итоге, это для установления эмоционального контакта. Если получилось, все супер, у вас все уже, проблем дальше не будет. Но если не получается, допустим, или вы на это не полагаетесь, и вы еще недостаточно чувствительны к себе, то можно просто контакт глаза сделать так, чтобы люди, и упражнение такое часто делают, когда мы смотрим в глаза, и люди держат руку, и мы должны успеть провести каждому контакт глаза в глаза с каждым, кто руку держит. И потом он потихоньку начинает ее опускать. Мы снова видим, что опускает кто-то, мы переводим. И это сложно, потому что я одновременно должен не забывать про то, что я говорю, не забывать, как я это говорю, и при этом ловить аудиторию. Кто-то отвлекся, кто-то не отвлекся, кто-то в телефоне. Может, если кто-то в телефоне, то стоит подойти и сказать, извините, Или наоборот громче подойти, допустим, часть зала, какой-то части зала подойти и начать говорить громче, потому что там люди засели в телефон. Или какой-то тише. То есть по-разному можно это все делать. Про жесты, если возвращаться. То есть контакт глаза в глаза, жесты, паузы. Это 3 вещи. И возвращаясь к жестам, еще важная история, то чтобы жесты, как такая лайфхак, такой, скажем, короткий, это ширина жестов, она не должна быть шире, чем визуальная ширина аудитории. То есть, если вокруг меня целый стадион, то я могу хоть кружиться, рассказывать, все остальное. Но если передо мной там, не знаю, сидит пару столиков, то я приблизительно на них буду и жестикулировать. Или вот так вот. Это уже будет многовато, какие-то перегибы, можно сказать. Но если маленькая аудитория 1 на 1, то чаще всего это вот так. Чаще всего это какие-то такие жесты. То есть конкретно на ширину аудитории. Это супер конкретный лайфхак, он работает. Жесты, паузы, контакт глаза в глаза. Это, можно сказать, что основные фишки, которые здесь есть. И самое главное – это практика. Это практиковать. Это действительно очень важно. Это то, что невозможно научиться ораторскому искусству, делая это молча. Вопрос с подвохом, потому что часто можно молчать, и все равно будет эмоциональный контакт. Но если мы говорим про аудиторию, то за тишиной должен следовать какой-то текст все-таки. То есть можно, конечно, выйти, и как эффект такой классный, это выйти и молчать просто. И смотреть на людей. Если вы еще и выглядите как-то странно, необычно, у вас какая-то шляпа или какой-то костюм буддиста, то люди вообще такие, да, наверное, вот это кто? Первое, да, помните? Кто? Наверное, он входит в состояние медитации. Да, мощно. А человек такой использует прием осознанно. Классно, классно, надо брать и пользоваться. Опять же, то, что я сейчас сказал, классным способом научиться ораторскому искусству, это из этой второй ветки конкретных навыков, это смотреть выступления других людей и набираться у них фишек. Какой-то жестик, там, не знаю, движение пальцем какое-то определенное, или какое-то, не знаю, там, движение кистью, локтями, не знаю, каким-нибудь выражение лица какое-нибудь интересное. То есть подсматривать эти какие-то штучки у других людей из выступлений, как они выступают,
какой голос они используют, или где они повышают, то есть, знаете, играть с высотой, как они играют это, то есть подсматривать у других людей. Подсматривать, и знаете, такое, опять же, исходя из подхода НЛП, важно, то есть нейролингвистическое программирование, важно подсматривать также не только у тех, кто классно выступает, но и тех, кто хреново выступает. То есть тогда вы сможете для себя найти набор общий каких-то правил, ну или не общий набор, который наиболее вам подходит, каких-то правил, которые работают, и каких-то правил, которые не работают. То есть молчать, там, крутить вот это вот все, ломаться там как-то, не знаю, там смотреть в потолок, как-то крутить что-то навязчивое делать, одни и те же движения, то ну, вы заметите какой-то набор паттернов, набор каких-то шаблонов поведения, которые мешают людям на самом деле выступать, и которые они делают из-за тревоги. Поэтому здесь, обобщая все, что я сказал, не обобщая, а возвращаясь, как бы подытоживая. В ораторском искусстве самое важное — это присутствовать в контакте, как и в принципе в любом в контакте с живыми людьми, когда мы общаемся не сами с собой. Здесь есть два направления. Опять же, этот контакт и эмоциональное вот это вот соединение с человеком — это одна ветка. Вторая ветка — это конкретные навыки. В ветке эмоционального контакта можно выделить несколько стадий. Первое — это когда мы вот сами с собой, вроде как с человеком, но в космос какой-то говорим. Второе — это когда мы уже начинаем один на один с человеком говорить и как бы прямо вот находиться в контакте с ним, именно ему говорить, именно свои чувства, именно здесь сейчас. Третье — это когда мы то же самое можем сделать, но с группой людей, когда мы способны доверять сразу же группе и выстраивать с ними контакт. Четвертый, самый сложный уровень — это когда эмоциональный контакт выстраивается односторонне, но при этом доходит до второй части. Это самое такое сложное, потому что мне нужно максимально доверять, открываться, присутствовать перед камерой или перед большой аудиторией. Это последний как бы такой уровень сложности. Вторая ветка здесь — это конкретные навыки. Здесь у нас есть самое важное убеждение. Это то, что самое главное в ораторском выступлении — это кто говорит, потом как он говорит и что он говорит. Этот кто, он должен быть связан, лучше всего, чтобы этот бренд был связан с той темой, про которую он говорит. Это как бы было бы максимально хорошо. Потом, как говорит. Как говорит, тут нужно использовать паузы, нужно использовать жесты, желательно не шире, чем аудитория. Нужно использовать контакт глаза в глаза. Опять же, возвращаясь к этому. Ну, хотя бы, чтобы людей. Если кто-то там отвлекается, то максимально подходить и делать так, чтобы люди не отвлекались. Про то, что говорить, это вопрос подготовки. Подготовить тему, выделить важные аспекты. Про что еще тоже важно выбросить все лишнее. Если вы считаете, что что-то не обязательно, то лучше этого пускай не будет. Лучше не добавить, чем добавить лишнего. Вот это золотое правило и необходимое. Поэтому тема осознанности, тема присутствия в связи здесь сейчас, связь здесь сейчас с ораторским искусством, я думаю, я эту тему на данный момент раскрыл. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Мне интересно, что вы думаете, мне интересно, как для вас, пробовали ли вы или нет, потому что необходимость — это пробовать. Это единственный способ научиться это здесь пробовать. Чисто теоретически ни хрена не получится. Поэтому спасибо большое, что досмотрели. Я надеюсь, это видео было для вас информативно, полезно. Несмотря на то, что оно было сложное, я надеюсь, что я смог упростить этот предмет, насколько его возможно упростить. Заходите в описание под видео, там есть подкаст «Голосовые сообщения». Я уже сказал, что я там веду блог, еженедельно выкладываю свою неделю, как я там что провожу, прямо живой журнал такой, аудио. Там есть 100 выпусков подкаста, где я рассказывал тоже про разные темы. И там тоже золотой материал, который я не думаю, что буду дублировать на YouTube. Потому что я уже этим делился. Если вам интересно, вы можете перейти и посмотреть, и послушать. Там любые платформы доступны. Telegram, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Spotify, Apple. Короче, там все, что есть. Все, что угодно, все там есть. Ну и на YouTube-канале вы можете увидеть, что тут много всяких видео по осознанности. Тут есть какие-то шорты, которые я записывал. Тоже там прикольные такие короткие мысли. В общем, я доволен тем контентом, который выкладываю, и я надеюсь, что вы тоже. Если вы хотите меня как-то поблагодарить, то в описании, опять же, есть ссылка на Patreon и ссылка на PayPal. Если вы захотите, можете поделиться со мной вашей благодарностью в формате финансов, если для вас это важно. Ну и спасибо большое, что досмотрели. Увидимся с вами в следующих видео.